Меня зовут Елена Мелехова, мне 38 лет. Я занимаюсь психологией, работаю с людьми, гештальт-терапевт. Печально. Вы с ними общаться? Чем тебе нравится, Катя, расскажи. Я растила ребенка, работала 5 дней в неделю, работа социальным работником в православном храме. Мои первые места работы диктовала воспитание сына, потому что ребенку надо отправлять в детский сад, я иду работать в детский сад. Ребенку надо идти в школу, я иду работать в школу. У моего ребенка была я одна. Химию, алкены. Когда работаешь 5 дней в неделю, времени практически не остается ни на какие увлечения, ну, кроме вышивания крестиком. Ходила на работу. Я была очень занята, некогда. Ведь работа же не сможет без меня. Надо моему ребенку, надо моей семье, надо моим коллегам, надо подопечным. Ну, везде ты нужен, и ты оказываешься для себя на последнем месте. Был 2017 год. Купалась в Святом озере, и во время купания я увидела, что тонет человек. Я даже сначала не поверила, но парень действительно тонул. Я не могла к нему подпрыгнуть. Но кое-как, в общем-то, вытолкали. Парень встал, вышел, все нормально. И у меня начала болеть коленка почему-то. Буквально через пару месяцев у меня резко заболела полностью нога. И только через 4 месяца в больнице догадались сделать МРТ, и выяснилось, что там у меня уже здоровая опухоль в бедренной кости и в коленке. Этого не может быть, это неправда. Деперсонализация. Это не со мной, это не я, мне снится. То есть ты попадаешь в такую полосу турбулентности, где ты долгое время не понимаешь, что вообще происходит, куда мне бежать, к кому мне обращаться, как жить дальше, что делать. Ну, ты боишься всего, что ты не сможешь найти врачей, что ты умрешь. Ничего не известно, потому что про рак и про ампутацию очень, в основном, у людей мифы в голове. И это очень страшно, неприятно, и не хочется так жить, но других вариантов нет. Высокодозная химиотерапия – это очень большие дозы химических препаратов, которые действуют как напалм на весь организм. И ты оказываешься просто в состоянии младенца, который даже в быту себя не может обеспечить. И тут уже вот вопрос, кто рядом с тобой, чтобы тебе принести поесть, попить. Ну, волосы, конечно, выпадают, но выпадение волос – это самая заметная часть. Выяснилось, что моя главная опухоль в коленке дала метастазы в легкие. Множественные. Мне даже не говорили их количество, говорили много. Потому что нужно как можно скорее убрать первичную опухоль, чтобы еще появился шанс побороться за жизнь. Во вторник ампутация. И у тебя нет времени просто, чтобы обдумать, пожить с этим, пофотографироваться с ногами напоследок. Понимаешь, какую тебе операцию сделали, но посмотреть страшно. И несколько дней я не могла посмотреть. И в день рождения в паллиативном отделении я заказала себе какую-то пиццу, пирожные, зашла на сайт, где шарики продаются, заказала шарики.
Ну, то есть какие-то люди неожиданные пришли, принесли мне мыльные пузыри, вместе с шариками я купила себе голубой парик, такой вот бабеттой, такая мальви. То есть я была лысая. Ну, это было для меня очень важно, что приехали люди, и в моей вот этой жизни в хосписе есть кусок нормальной человеческой жизни. Общения, шуток, смеха. Жизнь моя практически закончилась, но вдруг мне ее вернули. И я еще не до конца поняла, что от меня хотят. Первая моя сессия с психологом состоялась, когда я лежала в больнице, в больничном парке. Я на инвалидной коляске, еще с ногами. Мы уже 4 года работаем. И она меня сподвигла пойти учиться. 4-й год учусь в ВШГТ. Закончила еще специализацию по групповой терапии. Ты не просто какая-то там пустышка, какой-нибудь там инстапсихолог, который закончил курсы за 3 месяца, а что у тебя есть своя болезненная, тяжелая, трудная история. Можете назвать какую-то важную штуку или две, которые были для вас значимы в нашей, вот в этой части? Или что запомнилось, или что откликнулось? Что для вас было важно? Свои истории, какая-то динамика. Есть клиент, который говорит: у меня к тебе возникло больше доверия, потому что я знаю, что тебя жизнь гнула, но не согнула. Родители могут объединиться вместо мамы, подарить вот эту... Я человек, который боялся всегда каких-то конфликтов, повышения тона, обострения, отношений. Мне никогда не хотелось там стукнуть человека. И вот я занимаюсь мечевым боем, то есть реально бью людей палкой, а они меня. По сути, это основа фехтования в средневековой традиции. Щит, меч, сабля, баклер, кулачный меч. Мне это дает в первую очередь лучшее управление протезом. То есть я банально лучше хожу. Нужно на скорости менять позу, и думаешь ты уже не о протезе, а о том, как нанести удары, одновременно поставить блок, и еще отпрыгнуть, и еще продумать дальше. Да, иногда бывает немного больно, но терпимо. Это захватывает, то есть как танец, как секс, как интеллектуальная игра. Я верующий человек, и за меня много людей молилось, может быть, поэтому вытянули меня. Были моменты, когда ты чувствуешь, что Господь тебя прям ведет. Когда вера входит в твою повседневность, это дорого стоит на самом деле. Вера и твоя практика, твоя жизнь, они сближаются. Я вот стояла на краю жизни и смерти, и вот что я поняла там. Это какой-то, знаешь, праздник, который всегда с тобой, выражение, а это боль, которая всегда с тобой. Горшочек боли. И он заставляет тебя быть глубже. Меньше суетиться, меньше увлекаться мишурой и фантиками.
После ампутации началась моя новая жизнь. Это действительно сокровище. Я ощутила, насколько жизнь хрупкая. Наверное, я бы сказала, держись, ты не одна. Даже такой трэш и такое страшное можно преодолеть и пережить. И лично ты можешь это пережить, да, пусть тебе кажется, что ты слабая, не умеешь, не понимаешь, у тебя нет достаточных ресурсов, там, денег, связи и так далее. Дай место чуду в своей жизни, но будь готов и отпустить эту жизнь. Это очень сложно об этом говорить, очень сложно это вообще вместить, как это одновременно хотеть жить и быть готовым отпустить жизнь. Ну, правда, сложно, но так.